Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я к вам пришла вот с такой красивой новинкой. Нашла на просторах интернета вот такой шикарный брендовый кардиган, который мне понравился. Узор очень простой и в то же время интересный. Легкий, можно рекомендовать начинающим вязальщицам. Очень симпатичная общий вид модели. И, в общем-то, я думаю, его осилят многие вязальщицы. То есть он под силу большому количеству мастериц. Связать такой хороший и оригинальный кардиган. Хотела бы заострить внимание, что у нас здесь будет особый у планки утолщенный край. Как его вязать на двух петлях, этот край красивый, ровный, я сегодня тоже покажу в нашем видеопроекте. Я разработала схему, подобрала вам хорошую пряжу. В сегодняшнем видеопроекте мы все это сегодня увидите, и мы с вами подробно свяжем этот узор. Мы с вами сделаем подробные расчеты для 42 по 52 российские размеры. И вы будете участвовать в этих расчетах. То есть я всегда объясняю каждую цифру, которую применяю в своих расчетах. Плюс выкройка будет у нас сегодня. То есть, если вас заинтересовала модель, остаемся со мной на канале и смотрим далее. Смотрите, этот красивый кардиган у нас идет в разных расцветках. Продается он, это машинная вязка, вы понимаете, фабричные изделия. Мы будем делать проект для вязания этого кардигана спицами, то есть это ручная вязка у нас будет. Вот. И вот так выглядят три варианта цвета, которые сейчас предлагаются на модных площадках в интернете, продается этот кардиган. Так что, девочки, пряжа, конечно, выбор пряжи за вами, по вашему вкусу. Я выбрала вот голубой цвет. И, в общем-то, давайте сейчас приступим к выбору пряжи. Я показываю очень хорошую, интересную пряжу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания я предлагаю пряжу Yarn Silk Royal. 50 грамм 140 метров, в составе 35% вискозный шелк, 65% мериносовая шерсть. Это пряжа турецкого производства, прекрасного качества, очень мягкая, немножко пушится ниточка средней толщины. Спицы я взяла 3,5, и вот такой узорчик у нас получается. Узор очень простой, вяжется просто, очень просто. Ну, реально, девочки, мне очень нравится вязать этот узор. Он такой логичный, такой, знаете, милый, подходит для начинающих вязальщиц. Очень красивый получается вариант узора. Необычный, я бы так сказала. Дырочек не так много, ажура, то есть не так много. И получается такой красивый, наклонные такие зигзаги, такие красивые, ажурные. Итак, мои хорошие, давайте сейчас с вами посмотрим схему узора. Я нарисовала ее сама. Схема узора выглядит, девочки, вот таким образом. У нас с вами 9 петель ширина раппорта и 28 рядов высота. Очень элементарное здесь вязание. У нас вот эти треугольнички обозначают это 2 вместе лицевой с наклоном влево, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кружок это накид,
И пустая клеточка – это лицевая петля, соответственно. И вот здесь у нас идет горизонтальная черточка, это изнаночная петля. Так, у нас есть с вами выкройка. Вот так у нас выглядит выкройка. Здесь просто нет размеров, просто очертания. Вы должны понимать, как выглядит это конструктивно модель. Все размеры будут в расчетной части нарисованы и озвучены. Здесь вы просто видите, что это элементарные прямоугольники. Мы вяжем с вами везде прямоугольники, скос у нас только по полочкам идет для V-образного выреза. И вот такое описание я, девочки, всегда выкладываю под видео. То есть у нас есть текстовое описание, смотрите его под видео. Здесь все подробно, очень расписано, как, в какой последовательности мы вяжем. Вот. Поэтому я это, конечно, читать ничего не стану, вы и сами все почитаете. А все эти циферки, откуда они берутся, я, девочки, обосновываю, объясняю, почему 93, 102, 111, откуда они берутся, да? Сколько петель приходится на вырез горловины, на плечи, как вязать рукав, как расположить узоры. Об этом мы обо всем разговариваем после того, как свяжем образец узора, как определим плотность вязания. И вот уже с этими цифрами по выкройке я вам рассказываю, как будем вязать, сколько в петельном эквиваленте это будет. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца узора. Девочки, для образца я набрала 39 петель. Но здесь у меня получается раппорт узора 9 петель, да, и 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные получается. У меня связан 1, 2, 3, 4 раппорта. Конечно же, вы можете сделать меньшее количество раппортов, то есть 9 умножайте на, предположим, 2 или 3, и плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. А я, если будете вязать как я, 39 петель у меня. И, девочки, следующий момент еще. Мы будем с вами вязать спицами номер 3,5. И первая петля у нас будет не входить в раппорт, а будет для симметрии. Сняли кромочную, изнаночную для симметрии. И начинаем вязать один раппорт. Я буду показывать, как вязать. 9 петель, да? Значит, смотрите. Раппорт начинается 2 вместе, лицевой с наклоном влево. Затем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, изнаночная. Раппорт связан. Показываю, как вязать следом второй раппорт. Иногда и такие бывают затруднения. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, изнаночная. Второй раппорт связали. Понятно, да? Вяжем самостоятельно следующие раппорты. Второй и все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Третий ряд. Вяжем. Первая петля кромочная, изнаночная для симметрии и вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, изнаночная. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, изнаночная. Второй раппорт. Следующий раппорт самостоятельно вяжем. 5-й ряд у нас. Первая петля идет для симметрии изнаночная. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые. 1, 2. Изнаночная. Раппорт полностью связан.
Второй раппорт вяжем самостоятельно, точно так же. Вяжем 7 ряд. Первая петля кромочная, изнаночная для симметрии. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 3 лицевые опять. 1, 2, 3. Изнаночная. Раппорт полностью связан. Второй раппорт вяжем самостоятельно. Вяжем с вами 9 ряд. Кромочную сняли, изнаночная для симметрии. Раппорт вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Изнаночная. Раппорт полностью связан. Второй раппорт самостоятельно. Вяжем 11 ряд. Следующим образом. Кромочная, изнаночная для симметрии. Начинаем вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. И далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная. Раппорт полностью связан. Продолжаем такой же раппорт. 13 ряд вяжем узора нашего. Следующим образом. Кромочная, изнаночная для симметрии. Вяжем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная. Раппорт связан. Точно такие же раппорты повторяем. 15 ряд у нас вяжем. Первая кромочная, изнаночная. Далее делаем раппорт узора. Начинается накид, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Раппорт полностью связан. Второй раппорт также вяжем. Накид, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Продолжаем самостоятельно. 17 ряд вяжем раппорт. Кромочная, изнаночная для симметрии. И начинаем раппорт. Лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Полностью связали раппорт. Повторяем раппорты. 19 ряд. Вяжем кромочная, изнаночная, 2 лицевые. 1, 2, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Раппорт полностью связан, да? Второй раппорт начинаем. 2 лицевые, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. И продолжаем. 21 ряд вяжем. Первая кромочная, изнаночная для симметрии. И далее вяжем раппорт узора. 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. Еще 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Полностью связан раппорт. Повторяем такой же раппорт. 23 ряд вяжем. Кромочная, изнаночная для симметрии. Вяжем раппорт узора. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 лицевые. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Все, раппорт связан. 25 ряд.
Первая кромочная, изнаночная для симметрии, вяжем раппорт узора. У нас 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. Раппорт полностью связан. 27 ряд у нас с вами. Это последний лицевой ряд раппорта. Кромочная, изнаночная для симметрии. Вяжем раппорт узора. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Все, раппорт связан. Мы связали полностью раппорт в высоту. 28 ряд вяжется, как смотрят петли, и начинается повтор с первого ряда вязания узора. Смотрите, 2 петли у нас идут кромочные здесь. Вот именно, чтобы такой красивый толстенький край сформировать, ровненький, видите? Показываю, первую петлю мы снимаем, а вторую петлю мы вяжем лицевой. И это 2 кромочные были. Затем у нас идет планка. В планке мы вяжем 8 изнаночных. Изнаночных. Затем у нас идет 1. И наш утолщенный край во втором ряду, состоящий из 2 кромочных, вяжется следующим образом. В изнаночном ряду мы делаем вот такой накид, петлю набрасываем и снимаем ее, не провязывая, а нить остается перед работой. И изнаночная кромочная вторая. Переворачиваем снова на 3-й ряд. И здесь сейчас вот что мы вяжем. Эти 2 петли у нас снова в лицевом ряду вяжется. Первая снимается не провязывая, вторая провязывается лицевой. Правильно разворачивайте петельку, чтобы она была правильно развернута, девочки. Так, а далее уйдет чередование 2 лицевых рядов, то есть лицевая гладь. 8 лицевых. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и измерить плотность вязания. Итак, делаем влажную тепловую обработку горячим паром, обдаем наш образец и тянем его по вертикали, по горизонтали. Тщательно его растягиваем. Он влажный и очень пластичный. Выпрямляем нашу красоту. Очень красивый узор, как вы видите, получается. Все, девочки, давайте оставим сохнуть. Итак, девочки, сейчас для того, чтобы нам посчитать плотность, надо взять простую линеечку. И мы прикладываем эту линеечку по ширине, измеряем. Итак, у меня 20,5 сантиметров, и я набирал 39 петель. Давайте 39 разделим на 20,5. Получается 1,9. Это плотность по горизонтали получилась. И надо обязательно записать, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 1,9 петель умещается у нас. Теперь измеряем плотность по вертикали. Для этого берем линеечку, прикладываем и смотрим. Высота образца 22 ряда. У меня 55 рядов в образце. 55 разделить на 22 сантиметра. Получаем 2,5. Это плотность по вертикали. И запишем, что в 1 сантиметре по вертикали 2,5
5/10 ряда. Для данного узора вот такая плотность у нас получилась. Теперь с этими цифрами идем делать расчеты. Для сегодняшних расчетов я вот такую выкройку подобрала. Самую, знаете, наипростейшую, примитивную, я бы так сказала. У нас тут везде прямоугольники, в том числе даже рукав. То есть у нас с вами скос будет только вот по вырезу горловины формироваться, и все. Вяжем мы, конечно же, снизу вверх, как обычно, все детали. Затем у нас сборка идет, мы сшиваем, да? Так, и смотрите, значит, начинаем со спинки. Для спинки ширина первого размера 42-44 российский размер составляет 49 сантиметров. В петельном эквиваленте это 93 петли. Для 46-48 российского размера ширину берем 54 сантиметра, и это 102 петли. Для размера 50-52 берем ширину спинки 58,5 сантиметров, и в петельном эквиваленте это 111 петель. Считаем петли, кто не знает как, сейчас поясню. 49 сантиметров первый размер, да, умножаем на нашу плотность, которую мы только что получили. В 1 сантиметре 1,9. 49 умножить на 1,9, 93 петли. Понимаете, да, откуда взялась эта цифра? Также мы считали для других размеров. Теперь как распределить нам с вами петли по спинке? Значит, начинаем мы с планки нижней, которая вяжется резиночкой 1 на 1. Вяжем на высоту 8 сантиметров спицами меньшего размера. Затем переходим на вязание спицами 3,5. И наш узор мы вяжем. Значит, вот помните, да, раппорт составлял 9 петель нашего узора. Вот. Плюс одну петлю мы делали крайне правую для симметрии. Одна изнаночная шла. Также будут у нас симметрично располагаться и наши узоры. Вот здесь я, девочки, нарисовала схему расположения узоров. Это первый размер, это 10 раппортов по 9 петель, плюс одна петля для симметрии крайне правая изнаночная, плюс 2 кромочные. В сумме составила 93 петли. Второй размер у нас с вами идет на 102 петлях. И это получается, я добавила еще один раппорт, то есть 9 петель. То есть у нас будет всего расположение узоров такое же. Одна кромочная, одна изнаночная для симметрии. Затем идет 11 раппортов, замыкает все кромочное. Для третьего размера я добавила 2 раппорта. То есть у нас 12 раппортов по 9 петель. И для симметрии 1 изнаночная и 2 кромочные. Вот таким образом располагаются наши узоры по спинке. Теперь на плечи у меня ушло на каждый размер 27 по 27, по 30, по 34 петли. Вот. И на вырез горловины пришлось 39, 42 петли, 43 петли. Так. Далее. Давайте перейдем к полочкам. Здесь у нас более серьезные будут вопросы решаться. По полочкам, значит, у нас, давайте сразу скажу, по низу идет планочка цельновязанная. Вот она идет прям с самого низа. И здесь вяжется цельновязанная планочка, которая вяжется путем чередования. На 4 рядах она вяжется. Раппорт. Это 2 ряда изнаночной глади, 2 ряда лицевой глади. Таким образом формируется эта планочка. Плюс 2 кромочные петли я добавляю для утолщенного красивого края. Как их вязать, я покажу. Вот. И 8 петель у нас идет планка. 8 петель. Вот именно как я сейчас объясняла. 2 изнаночных ряда, изнаночной глади, 2 лицевой. Так, ну и остальные петли, вот 37, 41 и 47, получается, это у нас идут петельки
по узору. И я вот так переворачиваю вам, показываю, как это выглядит по схеме. Схема планок, полочек. Значит, смотрите, мне удобнее всегда по правой полочке ориентироваться. Я вот рисую таким образом расположение узоров. Значит, 2 кромочные, это для красивого края, как я говорила, утолщенный край. 8 петель планка идет сразу. Затем идет 1 изнаночная для симметрии, хотя в оригинале ее нет, но я ее решила добавить, пусть будет так. И далее идут 4 раппорта подряд по 9 петель. В сумме это составило, значит, 48 петель. То есть вот смотрите, 37 петель узор, да, 3 кромочные, 2 тут и 1 тут. 8 петель планка и 48 петель, это сумма получилась всего. Для второго размера все то же самое, только я добавила крайне левые 4 изнаночные. А так все такое же расположение. И в сумме получилось 52 петли. Никак здесь я не смогла по-другому узор сделать. Половинку не поместишь, некрасиво будет. Поэтому изнаночные петли все решают. Я не думаю, что это будет как-то плохо смотреться. Хорошо будет смотреться. И для третьего размера 50-52 у нас с вами добавляется целый раппорт на 9 петлях. Вот. Получается 57 петель. Таким образом. То есть то же самое расположение в начале, 2 кромочные, 8 петель планка, 1 изнаночная для симметрии, и здесь 5 раппортов по 9 петель, да, то есть это получается 45, да, 45, 45, 46, 1 для симметрии, и плюс 8 планка и 3 кромочные. Вот у меня получилось 57 петель. Ну, я к 48 к этим первого размера добавила еще 1 раппорт. Все, 57 получилось. Вот, здесь, конечно же, надо предусматривать сразу же 4 планки, 4 прорези для пуговиц через равное расстояние. У меня вот через равное не получается. Так, как вам угодно будет, да? Так, далее. Убавки по скосу каким образом будем с вами делать? Убавки по скосу делаются, конечно же, после 2 петель кромочных и 8 петель планки. И вот у меня, если делать 23 сантиметра высоту, вырез по высоте, вырез V-образный, сразу и перевела в ряды. 23 сантиметра я умножила на нашу плотность по вертикали. 23 умножить на 2,5, это получается 58 рядов. Вот. И, в общем-то, надо мне убавить по вырезу горловины, чтобы плечи одинаковое количество имели петель, да, видите? 21, 22 и 23 петли получилось по V-образному вырезу, чтобы выйти на такое же равное количество петель. И у меня получается, что если мы 58 рядов высота скоса разделим, предположим, на 21, 58 разделить на 21, на 21 петлю, вот такое число получается, девочки, не 2, не 3. Смотрите, какой здесь вам предлагаю выбор. Либо вы будете делать чередование, то есть чтобы вы равномерные убавки у вас были, либо вы делаете первую убавку во втором ряду, вторую убавку, первую убавку во втором ряду, вторую в третьем. Через 3 ряда, да, опять во втором, в третьем. То есть вот такое чередование. Либо второй вариант я предлагаю сразу в каждом втором, как мы привыкли, убавляете 21 петлю и затем просто вяжете до высоты спинки. Все. Так тоже будет хорошо смотреться. Это проще, это не мучится.
Когда будете делать убавки, обязательно следите за раппортом. У вас там много накидов, и количество накидов и количество петель, провязанных как две вместе лицевой, должно у вас совпадать. Вот здесь нужно будет четко следить за узором при вывязывании вот этих убавок по вырезу. Понимаете? Так что вот это вот самый ответственный момент здесь. Вывязать красиво и правильно. Для второго размера у меня получилось 22 петли, для третьего 23 петли убавок. Но также получается два варианта их выполнения. Да? Теперь по пройме. Высоту проймы я сделала первый размер 21 сантиметр, второй 22, третий 23 сантиметра. Вот эту высоту. Для чего я ее вам сейчас озвучила? Ну, понятно, для того, чтобы определить ширину рукава. Рукав будет вязаться следующим образом. На 8 сантиметров у нас идет планка резиночкой 1 на 1. Набираем 43, 45, 47 петель в зависимости от нашего размера. И затем в последнем изнаночном ряду, девочки, смотрите, надо сделать резкие прибавки. Резкие прибавки для первого размера до 79 петель довести, для второго до 83 и для третьего до 87 петель. И затем вязать прямо рукав на ту длину, которая по вашим индивидуальным меркам нужна будет. Вот у меня стоит 39 сантиметров, это готовая была на средний рост, да, скажем так. Я не сказала, кстати, про длину изделия, но там в описании оно есть, поэтому смотрите, первый размер я сделала 60 сантиметров, второй 61, 62 на третий размер длину. Рукав и длину четко для себя, пожалуйста, девочки, определяйте, четко для своих предпочтений, для своего роста, для своих габаритов. Пожалуйста, эти моменты не оставьте без внимания. Слепо не верьте тому, что у меня в расчетах. Это учебный, скажем так, рекомендательный характер носит мои вот эти сейчас объяснения. Конечно же, вы вносите свои корректировки по своим индивидуальным предпочтениям и меркам. Так, и вот после того, как вы прибавите эти петли, смотрите, еще я посмотрела у планочки, так интересно сделано. То есть вяжется резиночка 1 на 1, а в последнем ряду вяжутся все петли изнаночные. Кстати, красиво смотрится. Вот, не резинка идет, а уже изнаночные после убавок. Красиво смотрится. После прибавок, то есть. Так, и в общем, смотрите, расположение узоров у нас у рукавчика. Вот первый размер 79 петель у меня получилось, да. И следующим образом я расположила узоры. Кромочная, затем у меня идет 3 изнаночных, то есть одна у нас идет как к узору для симметрии, да, и 2 изнаночные я добавила, не хватает нам до 83 петель, до там нужного количества. Так, затем у меня идет 8 раппортов по 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? То есть это 72 плюс 1 петля вот эта для изнаночной, для симметрии, плюс 4 изнаночные, 2 изнаночные тут и 2 изнаночные слева, и плюс 2 кромочные. Вот из этого сложились 79 петель. Это первый размер. Второй размер делаем вот эти вот. Вот эта часть у нас идет неизменная, да? Неизменная на все размеры, чтобы было понятно. Здесь еще кромочные добавлены, да? Вот это за пределами идет неизменная часть. Вот я пишу 75 петель она составляет. И 8 петель я добавляю для того, чтобы получилось 83 петли для второго размера. И эти 8 петель я добавляю как 4 изнаночные справа, 4 изнаночные слева. Можете лицевые петли сделать, а не изнаночные. Как вам угодно будет. Здесь по желанию. Так, и для третьего размера я добавила 12 петель.
То есть у меня идет вот такое расположение узоров: 6 изнаночных справа, 6 изнаночных слева. То есть к 75 неизменным петлям я добавила еще 12. Получилось 87 петель. И вот таким образом у меня все красиво, симметрично располагается. Ну, в принципе, вот все, что я хотела вам рассказать, я рассказала. Об этом всем вы можете все это почитать под видео. В виде текста выложено описание. Читайте, изучайте, вносите свои корректировки. Кто-то, может быть, захочет сделать пройму, вот такую классическую, да. Кто не любит спущенные рукава, пожалуйста, это же тоже хорошо. И здесь будет у нас рукав с окатом полноценный, да. То есть, пожалуйста, девочки, это же такая вещь вязание, это же творческий процесс, да. Так что я буду рада, если вам понравилась эта модель и вы ее свяжете. Сейчас до новых встреч, желаю вам удачи.